Привет, зрители! Сегодня мы будем с вами плести вот такие флажки на стену. Для начала берем веревку и отрезаем 6 штучек по 1 метру. Пыталась я, конечно, вычислить, потому что, по идее, вот эти боковые можно делать короче, а вот эти, которые посерединке, можно делать длинней. Но это как-то все, мне кажется, сложно, поэтому просто отрезаем 6 штук по 1 метру. Когда отрезали 6 штучек, берем по одной и завязываем на нашу главную веревку. Длина вот этой веревки зависит от того, как много вы хотите флажков. Я планирую сделать 3. Посмотрю, как это будет выглядеть. Возможно, добавлю еще 2, чтобы было 5. Но по плану пока что сделать только 3. И берем таким образом, чтобы получался такой узелок. У меня нитка такая крученая, по-моему, это 2 миллиметра. Она идет с такой блестящей ниткой. Не совсем удобная, потому что раскручивается. Но в этот раз я не клею скотч на концы, хотя обычно я это делаю, чтобы нитка не раскручивалась. Я просто еще пока не придумала до конца, что я буду здесь делать. Но это все по ходу дела. Думаю, что просто буду завязывать узелки. Значит, через верх и берем снизу. Опс. И так продолжаем и одеваем 6 штучек. Всегда находим серединку. Вот так это выглядит. И начинаем плести. Иногда мне легче приклеивать скотчем. Сейчас не знаю, получится ли это сделать к скатерти. Так иногда удобнее, когда есть какое-то натяжение. Берем первые 4 веревки. Должно получиться у нас 4 раза. 1, 2, 3, 4. И следующие 4 делаем ровно то же самое. Раз, два, три, 4. И тут повторяем.
Теперь отклеиваем скотч. Берем крючок, просовываем здесь. И все 4 нитки просовываем через вот эту дырочку. Иногда, когда я плету лампы, ну точнее всегда, я просовываю только вот эти 2 и потом делаю узелок. Но в этот раз мы будем просовывать все 4. Они достаточно легко проходят. Упс. Упс. Так. Немножко смотрим, подтягиваем. Теперь мы берем 2 веревки. Все равно какие, потому что по длине у нас все одинаково. И 2 отсюда. То есть 2 отложили в сторону. Берем 2 и 2. И делаем такой же узел. Так. Здесь берем 2 и 2. Теперь мы берем вот эти первые 2, которые мы откладывали, и 2 отсюда. Опять берем 4, которые посередине. В принципе, весь флажок состоит из одного узла. И еще 4. Так, и вот теперь 2 веревки по бокам с каждой стороны мы откладываем, и они уже у нас не будут задействованы. Начинаем делать все ровно то же самое, что мы и делали до этого, и это у нас будут следующие 2 бомбончика.
Раз, два, три, четыре. Следующий. Всё есть. Опять просовываем крючок через дырочку и все 4 нитки просовываем. Такс. После того, как мы, значит, эти у нас уже просто отдыхают. Сейчас мы берем, откладываем 2 в сторону, с каждой стороны опять в сторону. Но тут надо посмотреть, что вот видите, некоторые короче, некоторые длиннее. Конечно, нам было бы лучше в сторону отложить те, что короче. Если это получается, вот так вот раз, и вот так вот два, это получается, в принципе. Нужно немножко похитрить. И сейчас мы сделаем, завяжем здесь один раз. И делаем по предыдущему методу. Теперь вот. Раз. В принципе, эти узлы после я делаю, чтобы у флажка было побольше основания, чтобы не были только вот эти вот бомбончики. Потом покажу. И теперь берем 4 нитки. И плетем последний бомбончик. Я плету в таком среднем натяжении, не слишком слабо, не слишком затягиваю. Но стараюсь сделать так, чтобы все флажки были у меня одинаковые. Вообще я люблю плести из веревки потолще, потому что с этой довольно непросто. Но такой для этой работы, скажем так, она подходит. Эту нитку я получила в подарок, заказывая свои основные нитки. Поэтому надо ее как-то использовать. Так, раз, два, три, четыре. Есть. Склеиваем. Просовываем. Хоп. И
По-моему, очень классно. Но, по-моему, надо делать 5 штук. Еще я пока не придумала вот эти последние 4 веревки, которые я просунула. По идее, конечно, они могут так и остаться. С другой стороны, когда я делаю лампы, я, конечно, их обычно закрепляю. Но здесь я не уверена, буду ли я это делать. Сейчас я сделаю еще 2 вот таких вот, и тогда я посмотрю, что у меня с концами, потому что, видите, вот здесь, например, один конец или даже 2 есть очень короткие. Посмотрю, что я могу с этим сделать, чтобы как-то, может быть, закрепить. Можно, конечно, просовывать что-то здесь, но мне не очень хочется это делать. С другой стороны, как бы, по идее, никто не будет здесь дергать и расплетать. Хотя закрепить, конечно, хотелось бы. В общем, подумаем. И плетем несколько штук, сколько мы таких хотим. Они вообще получаются с ниткой 2 мм, достаточно маленькие. Видите, это 5 сантиметров на 4. То есть это такие муси-пусечки. И решила я все-таки закрепить конец. Для этого мы в дырочку просовываем только 2 веревки, которые у нас именно из сердцевинки, а те, что наружнее, оставляем их по бокам. И завязываем квадратный узел. Ну вот, в принципе, я закончила такие основные работы. Я решила на концах завязывать узелки, подложила вот что-то ровненькое. Сейчас буду отмерять, что расстояние должно быть вот такое. Я обычно это делаю вот так вот очень просто. Просто приклеиваю скотч. И ручкой себе отмечаю. Ну, что где-то вот так. Буду сейчас везде завязывать узелки на вот этом расстоянии. Таким образом наш флажок будет закончен и не расплетется. Как-то так я стараюсь это делать, ну, примерно, чтобы было ровненько. И так сейчас буду делать на всех. Узелки эти буду затягивать более туго и потом буду отрезать. У меня это получается где-то 8 сантиметров от сюда начала. Начинаем с серединки, потом уже тогда остальные. Конечно, эти блестяшки только усложняют работу. Дальше я решила приклеить к стенке, чтобы посмотреть, ровно ли все плюс-минус, потому что понятно, что там вот эти вот боковые веревки, они лежат немножко по-другому. В общем, решила посмотреть, как это будет выглядеть. Ну вот вижу, что здесь надо мне немножко подкорректировать. Ну вот, и в принципе потом буду обрезать. Перед тем, как обрезать, я подтянула все узелки, чтобы они крепенько были закреплены, чтобы не расходились. В принципе, думаю, это...
И сейчас, в принципе, самое время подумать, как закрепить концы. Вот эти. В основном я вижу, что оставляют просто вот такие концы и ничего не делают. Думаю, сейчас сделать так. На концах здесь завязать узелки. Потому что я устала от этой истории, что все развязывается. Так. Раз. Два. И три. Вот такие вот. Так, и здесь делаем то же самое. Раз, два и три. В принципе, можно оставить вот так, либо можно еще что-то сюда придумать. Гораздо лучше будет смотреться, если я просто сделаю вот так и вот так. Здесь то же самое. Вот и все.